Здравствуйте, с вами Аркадий Романович, и в этом видео раскрою вам один из самых важных секретов трейдинга. Нравится вам слово «граали» трейдинга? Пусть будет так. И это не сигналы, это не паттерны. Это совокупность условий на графике, которые приводят к дисбалансу. Это то, на чем я в последний год, наверное, очень активно фокусируюсь. Это точки дисбаланса, точки наступления перелома, движения. Не разворота, не отворота, не продолжение тренда, а изменение движения. Еще раз, точка дисбаланса. Точка дисбаланса. И сегодня я покажу мои точки дисбаланса на графике, которые помогают ловить большие движения. Ведь точка дисбаланса – это момент, когда та или иная группа перехватила инициативу. На ранней стадии, когда уже тренд ушел наверх, туда далеко, и вы потом поняли, что он оказывается восходящий или он нисходящий. Смотрим на график. Точка дисбаланса на покупку сейчас. Потом покажу точку дисбаланса на продажу. Первое условие для определения точки дисбаланса на покупку – тренд-фильтр красный. Да или нет? Да. Видим это на графике. Второе условие – тренд-фильтр зеленый. Второе условие – тренд-фильтр зеленый стал. Возможно, мы увидим точку дисбаланса, но это не ключ. Это 10%. Третье условие. После того, как тренд-фильтр стал зеленый, мы ждем TC Sell. TC Sell. И чем быстрее он появится, в идеале в течение 3-5 свечей, тем лучше для точки дисбаланса. Еще раз повторю. Первое условие – тренд-фильтр красный. Да. Следующее условие – тренд-фильтр зеленый. Естественно. После того, как тренд-фильтр стал зеленый, у нас появился TC Sell. Да. Сколько времени прошло? Раз, два, три, на 4-й свече. Да. И как только цена пробивает максимум TC Sell сигнала, вот здесь видите, TC Sell, вот макушка. И вот точка на buy, я поставлю сюда вертикальную линию. Это не значит, что 100% таких сигналов будет отрабатываться. Это значит, что вероятность огромная, что это будет профитный трейд. И мне здесь не нужны уровни поддержки сопротивления, потому что тренд-фильтр уже учитывает эти уровни. Мне не нужны какие-то дополнительные таймфреймы, там, какая глобальная картинка на другом таймфрейме. Меня интересует именно вот этот момент. Именно вот эта закономерность. Почему? Потому что здесь мы объединяем несколько наших важнейших условий. Это тренд-фильтр, который включает уровни поддержки и сопротивления, то есть структуру рынка, это очень важно. И один из самых сильных сигналов, который когда-либо я использовал в своей торговле, это TC Buy, TC Sell. Мы его используем для разных целей, но в этом контексте мы используем для определения вот этого перелома, момента, когда та или иная группа перехватит инициативу. Вот на чем я хочу, чтобы вы фокусировались. На точках дисбаланса, а не на то, что ой, паттерн, та-та-та. Точка дисбаланса. То есть где вспыхивает, где происходит слом. Да, пусть будет тренд движения, не так важно. Теперь наоборот, на sell. Тренд-фильтр какой? Зеленый. Тренд-фильтр какой? Должен стать красный. Второе условие. Следующее, чего мы ждем? TC Buy. Тренд-фильтр красный, TC Buy. Понимаете, вот эта связка очень важна. Она у нас в голове формирует ассоциации того, что нам ожидать дальше. То есть, если мы видим тренд-фильтр красный после зеленого, и в течение 5 свечей я вижу TC Buy, что я делаю дальше? То есть, уже конкретная у вас выстраивается пошаговая схема в голове, а не так, что ой, ну я не знаю, я подумаю, я посмотрю. Очень мощная штука. Соответственно, как только мы пробили минимум свечи со стрелкой, вот на этом, неважно каком баре, вот это место дисбаланса, где происходит переключение, чаще всего, не всегда, чаще да, чем нет. И, как правило, мы видим моментум. Здесь мы видим не такой гигантский моментум на sell, да, как произошел на buy здесь, но тем не менее, это точки, где движение ускоряется. Вот что важно. Ускоряется движение.
Посмотрим еще, полистаем. Конечно, нас интересует активный период сессии либо на премаркете за час до, либо прям в самом пекле, когда сессия открылась. Это примерно с 16 до 19 Москвы нас интересует движение. Если мы говорим про европейскую, то с 11 до 13 Москвы. Потому что вот такая сессия, естественно, нас не интересует. Здесь постоянно будут изменения то вверх, то вниз. Вот сессия, начало сессии 16:00. Буквально за 10 минут до начала мы видим изменение, точка дисбаланса происходит. Видим тренд-фильтр зеленый, да. Тренд-фильтр красный, да. Через сколько после того, как стал тренд-фильтр красный, у вас появился TC Buy? Раз, два, на третьей свече идеально. Еще важный момент. Продолжаем. Это немного такой же прогрессивный вариант. Мы идем чуть дальше. Между событием вот этим, сейчас, секундочку. Между событием TC Buy и между пробоем минимума, сколько времени прошло, тоже важно. Чем быстрее происходит, тем сильнее точка, тем сильнее будет движение, тем сильнее будет поток в ту сторону, куда произошел дисбаланс. И вот он sell. И обратите внимание, в какой момент движение приобретает форму ускорения. То есть резкость появляется, когда происходят вот эти вещи. Здесь мы видим рынок падает, но так медленно, здесь пробили и пошел ускоряться. И мы видим точку входа здесь. Наши стопы здесь всегда, это константа. Наши стопы всегда здесь, когда мы продаем. Особенно на пробой, всегда стопы за волатильностью, это очень важно. Да, на то и это линия трейлинг стоп. И затем мы можем наращивать, либо просто сидеть, двигать стоп по границе волатильности. Но вот эти события при определенных настройках тренд-фильтра, при определенных параметрах TC Buy и при определенных условиях, о которых я сейчас сказал, тогда мы получаем вот эту закономерность, тенденцию. И обращаю еще на одну вещь ваше внимание, что это полностью объективно. То есть я не могу интерпретировать ситуацию иначе, если я это все задаю в конкретные параметры. Тренд-фильтр, TC Buy либо TC Sell, пробой вниз, либо пробой вверх. Я могу задать определенное количество свечей. У нас даже есть робот, который называется TC Breakout. Он торгует на пробой вот этого стрелочного сигнала. И также может считать количество свечей, то, о чем я сейчас вам говорю, по времени, да, изменения и так далее. И это один из самых сильных роботов, торгующих на пробой, и он торгует не сразу, вот когда пробили, он ставит sell-stop, таким образом оставляя пространство для шума, потому что рынок может пошуметь и уйти обратно. Бывает такое? Ну, конечно. Поэтому sell-stop тоже здесь хороший способ входа в сделку. Вы берете, например, от минимума отступаете, ну, условно, 100 пунктов, 10 пунктов, смотря какой инструмент, да, отступили здесь, и если рынок прессингует дальше, вы участвуете в любом случае. Если рынок чуть-чуть прессанул ниже, покрутился, ушел, вы не в сделке и отлично не получили лосс. Но чаще всего вот в таких обстоятельствах, и обращаю внимание на свечи, да, потому что некоторые трейдеры просто смотрят на график, просто смотрят на сигнал. Понимаете, в чем дело? Проблема трейдеров, что они смотрят просто на сигнал. Даже когда у них уже есть система, у них уже есть стратегия, они просто смотрят на сигнал. А вам нужно смотреть на точку дисбаланса через этот сигнал. То есть этот сигнал это как, не знаю, призма, что ли, через которую вы смотрите на возможности извлечения прибыли. Вот если вы так будете подходить к графику, большие шансы, что вы станете профитным трейдером. Очень большие шансы. И вот эти точки дисбаланса сплошь и рядом. Вот здесь. Тренд-фильтр красный, тренд-фильтр зеленый. Дальняя, да? Раз, два, три на 30 свечей TC Buy. Ой, TC Sell. Пробой максимум Buy. Меня интересует наиболее ранняя точка изменения состояния рынка. Угу. Если вам нравятся такие видео, ставьте лайк. Ведь посыл не в том, чтобы какая система у Аркадия. Кластер трейдер. Да, опять про свою систему я говорю так, как я торгую, и через то, как я торгую, показываю вам, на что нужно вам обратить внимание в своем трейдинге. Ведь это есть в каждой системе, либо если этого нет, можно это создать. Точки дисбаланса, обращая внимание на тенденции, закономерности. И можно группировать разные условия. Я
комбинируй свои условия, вы можете комбинировать свои условия. То есть совокупность критериев, которые в единицу времени указывают вам в одну сторону. Красота. Еще будем смотреть? Буду вас мучить. Ладно, зафиксировали, да, этот момент? Точка дисбаланса. И вам достаточно 2-3 таких больших движений, 2-3 больших дней даже в месяце. И это вам обеспечит кассу, вы сделаете большой профит, а не так, что вы там по чуть-чуть каждый день, по чуть-чуть, цик-цик-цик, а в итоге пшик и ничего. Куда проще зайти в 2-3 больших движения, точнее не зайти, а иметь возможность в них зайти, потом принять решение в них зайти, а потом, когда вы уже вошли, пользоваться этим, наращивать объем. И вот это будет ваша касса, это будут ваши деньги. Вот это вот самая такая хитрая штука. Обожаю, но не часто встречается. Когда рынок из-под тишка буквально вылезает. Такие мелкие свечи, куча TC, причем немного в странных обстоятельствах, когда рынок на боку, вроде движения нет, и тут пошли стрелочные, рынок их не замечает, пробивает и бум, выстрел. Если вы хотите подключиться к нам и торговать по сигналам системы Cluster Trader, либо другой моей системы, потому что у меня есть еще система Scalping Trader, она фокусируется не на таких сигналах, она фокусируется на коррекциях и занимает достойнейшее место в нашей повседневной рутине, то можете выбрать Scalping Trader. Если вы торгуете интрадей только и торгуете только фьючерсы, акции, то посмотрите еще на Range Trader. Если Cluster Trader, Scalping Trader универсальная система для, в принципе, любого рынка, то Range Trader только для рынка акций, фьючерсов. Если вы торгуете индексы, особенно, на мой взгляд, абсолютный топ для этих инструментов. Выбирайте, смотрите, что вам подходит больше, используйте подарочный купон, который мы для вас приготовили. Ссылка на то, как воспользоваться купоном под этим видео. И, конечно, до встречи в новых тренингах. Пока.